Сузи, мой принц, я жду тебя. Россия, я люблю тебя. Hello, Suzy. How are you? Ой, спасибо. У меня вот тут один подарок для вас, которому 40 миллионов лет. Как бы вдвоем мы замечательно не жили, не путешествовали, все равно малышка тянет к женщинам. Поэтому я самый нормальный выбор, по большому счету. Он похож на бывшего твоего. Сейчас выйдут ребята, которых вы все прекрасно знаете. И один из них решил стать женихом для Сьюзи. Добрый день! Сьюзи Рискала из Хургады сегодня опять в нашей студии. Кстати, это наша с вами конкурентка, ведь она приехала в Россию зачем? Затем, чтобы найти себе мужа. Тебя я не отдам, предупреждаю сразу. Кому? Сьюзи. А остальным? Остальным тем более. Тридцатичетырехлетняя египтянка Сьюзи Рискала мечтает встретить свою любовь в России. Привет, я Сузи, мой принц, я жду тебя. Россия, я люблю тебя. Она родилась и выросла в курортном городе Хургада. Вот так каждый день я встречаю закат на этом балконе. Любуюсь видом на Красное море, думаю о жизни. В далекую и холодную Россию Сьюзи приехала впервые, но славянской культурой интересуется давно. Наша гостья Сьюзи не вписывается в стереотип арабской женщины. Она современна и свободолюбива, и свой выбор сделает сама. Я надеюсь, что мы с тобой встретимся в этой студии для того, чтобы представить тебе подходящие кандидатов. Ты согласна? Окей. Мы хотим, чтобы этот павловско-посадский платок был на твоих плечах во время всех свиданий. Готовы ли мужчины из России связать свою жизнь с иностранкой? Возможны ли гармоничные отношения между представителями разных культур? И сможет ли Сьюзи Рискала встретить своего принца в нашей студии? Сьюзи Рискала, наша очаровательная гостья из Хургады, сегодня опять в нашей студии. Сьюзи, hello. Hello. Сьюзи, я хочу тебе сказать, мы не виделись неделю, но абсолютно точно, что Москва тебе очень идет. Ты стала выглядеть еще лучше. I Ну, love вообще- Moscow. Мне очень you love нравится Moscow? Yeah, it's А. beautiful city. Да, очень красивый город. I had this beautiful experience all around the Red Square and И я Sergei погуляла Postov, the по Russian Красной Banyan. площади, везде погуляла, And of course I went shopping by везде myself. побывала и, конечно, походила по магазинам. Давайте посмотрим, какая неделя у вас выдалась в Москве. Привет. Сегодня выходной, и из-за этого такие пробки. Я видела целых 3 свадьбы. Поженились 3 пары. Ну что ж, возможно, это знак. Друзья, здравствуйте. Вы все такие нарядные, и вы будете тоже таким же красивым. Спасибо большое, спасибо. Матрешка. Я из Египта, и то знаю про матрешку. Смотрите, как много матрешек. Мы находимся на фабрике матрешек. Мы даже видели, как их делают. А вот платок, как у меня. Но мой, конечно же, лучше. Баня. Я не знаю, что это, но собираюсь узнать прямо сейчас.
Обычный летний день в Египте. Этот предмет выглядит так, будто им бьют. Чувствую себя такой расслабленной, одухотворенной. Вот подожди. Сьюзи, у вас все-таки есть талант преображения. В кокошнике вы абсолютно нормальная такая украинка. Потом вы прям такая армянка из Армавира. Когда вы с матрешками балуетесь, нормальная такая подруга из Подмосковья, что называется. Никто в нашей стране вас за египтянку держать не будет. Поэтому ваше желание остаться здесь, если найдете себе мужчину, я приветствую, потому что вы сольетесь с местным населением, как никто. Спасибо. Твоя семья, если это все-таки будет русский мужчина, одобрит твой выбор? If I'm happy, they will be happy for me. Если я буду счастлива, то они за меня будут счастливы. А расскажи немножко о своей семье, о родителях. У тебя есть сестры, братья. I have 3 sisters, У меня 3 сестры, and one of them is getting married in October. и одна из них выходит замуж в октябре. Yes, А две остальные? and married with children already. Они уже замужем, у них есть дети. My father, he died 11 years ago. My Отец mother, she's with us. умер 11 лет назад, и Бог дал моей матери долгую жизнь, и она еще с нами, и мы все вместе живем. Я мечтаю открыть какую-то крупную косметическую компанию. Красота — это подарок. Красота каждой женщины идет из ее сердца, ну и, конечно, от косметики, которую я буду производить тоже. Мечту Сьюзи мы услышали. А чем она занимается сейчас в офисе? Давайте посмотрим. Добро пожаловать на мою работу. Мой офис находится прямо под квартирой, так что каждое утро я просто спускаюсь по лестнице и оказываюсь на рабочем месте. Наша компания занимается продажей и арендой квартир в апартаментах. А это подробный макет всех этажей. На нем изображена каждая деталь нашего комплекса. Чаще всего наши клиенты – иностранцы. Я общаюсь с ними через социальные сети. Это очень увлекательная работа. Это мой босс. Его зовут Джон. Джон, здравствуйте, как поживаете? Мне безумно нравится наш интерьер. Посмотрите на эти деревья из бутылок. Их оставляют туристы. Мы бы не собрали столько после местного населения. У нас не принято столько выпивать. А здесь нам оставляют пожелания наши гости. Мы хотим, чтобы эта стена была полностью расписана. Я хочу попросить и вас написать что-нибудь нам на память. Вряд ли я когда-нибудь смогу сидеть дома и ничего не делать, даже если мой муж будет против моей работы. Сразу по этому дереву видно, что русских у вас не было давно. Иначе это была бы уже роща или чаще. Скорее, чаще, чем роща. Готовы ли вы принять русского мужчину таким, какой он есть, а не делать из него полуегиптянина? Вот в чем вопрос. Nobody can turn anybody to anything. Никто никого не может заставлять меняться. But we can help each other to be better. Но мы можем помогать друг другу быть лучше. Отлично. Давайте мы перед тем, как перейдем к женихам, посмотрим фрагмент из прошлой программы недельной давности. Сьюзи, ты готова остаться в России, если вдруг найдется мужчина, который скажет: никуда такую красоту не отпущу, немедленно в Тюмень, и все. Я готова жить в любом месте, чтобы я была счастлива с ним. С милым рай в шалаше. Пользуясь случаем, я бы хотел бы, я бы хотел бы Сьюзи пригласить на свидание. Я надеюсь, вы примете мое приглашение и согласитесь пойти со мной на свидание. Сьюзи, у нас в Москве холодает.
Мы хотим, чтобы этот павловско-посадский платок был на твоих плечах во время всех свиданий. Вы поняли, что у нас на прошлой программе был эксперт. Давид Кимулари. Адвокат. Адвокат. Не простой адвокат, а один из лучших в Москве. И вдруг, который Сьюзи в конце программы... Да, он не выдержал просто. Это было полной неожиданностью, это совершенно никто не ожидал. Вдруг он встал и говорит, приглашаю на свидание. Я думаю, опа, сидишь тут 4 года на диване и ничего. Приехала из Египта и сразу на свидание. Ты понимаешь, что происходит вообще? Давиду, если честно, всего 27 лет. Давайте мы узнаем у него, насколько он серьезно отнесся к своему предложению и как прошло их свидание, а оно состоялось. Давид, идите к нам теперь уже в качестве гостя. О, боже мой! Hello, Suzy. How are you? Ой, спасибо. Спасибо большое. Oh, this is beautiful. Ой, так красиво. Спасибо. Спасибо большое. Давид, вы правда одиноки? Ну, вы знаете, я до недавнего времени об этом не задумывался вообще, в принципе, потому что у меня много работы, много разных проектов, и вообще, в принципе, времени не очень хватает. Но уже когда ближе к 30 начинаешь подходить, уже все меняется. Это свидание было особенным? Как оно прошло? Вы знаете, да, оно было достаточно очень интересным, оно было живое, оно было эмоциональное. Изюминка в нем была. Давид, Сьюзи, еще на прошлой программе мы договорились, что все-таки вы дадите нам возможность подглядеть одним глазком и потом показать нашим зрителям ваше первое свидание. Давайте посмотрим, как это было. И вы разрешили? Разрешил. Hello. Hello. You are very nice. Thank you. Hello. Yeah. Здравствуйте. Nice your hair. Thank you. It's natural. Give me a strong face. I want send to my family. Oh. I will remember this for a very long time. You know this? Thank you for dinner. It's really nice. Thank you for dinner. They made nothing. Good dinner, в общем, да? Yeah. Another one. Thank you. Давид, мне очень нравится ваш английский, я теперь тоже так буду говорить. Come, sit, eat, sleep, go. И Сьюзи... Это я сейчас вам переведу. Он имел в виду: иди сюда, сядь, ешь, спать. Вот это. И потом иди. Да. А потом вали, да, забыла. Но и Сьюзи дала инструкцию по употреблению тоже. На первом свидании с потенциальным женихом она тут же отсылает семье его фотографию. Сьюзи, смотри, ты можешь задавать вопросы потенциальным женихам, но не выражать никаких эмоций, кто тебе понравился, а кто нет. Давайте посмотрим, как этот мужчина живет. Здравствуйте. Пойдемте, я вам покажу свой кабинет и зал. Это моя рабочая зона. Это зал.
Здесь я принимаю гостей. Здесь накрывается стол. Я, кстати, очень люблю гостей. Это шкаф. Там разные статуэтки 16 века, 20 века, 19 века. Самое ценное в этой коллекции – игрушки, которые мне достались от моей пра-пра-пра-бабушки. Вот они. Я их отреставрировал. Ложки 18 века, тоже от моих родственников. Я все это коллекционирую, как реликвии. Люстры Сваровски. Это было на заказ. Они в форме яйца сделаны. И сами вот хрусталики тоже очень редкие. А вот моя комната. Это уникальная кровать. Матрас сделан специально таким образом, что спина отдыхает. Я, например, не могу спать в других местах. Если я привез женщину в дом, она себя плохо ведет, она эмигрирует вот в ту комнату. Ну, это гостевая комната. Есть телевизор, который полностью по объему закрывает. Но мне жалко эту мебель, и поэтому я не стал ее там сверлить, пилить и так далее. Все-таки это как-то детям там перейдет, да, и все должно иметь первоначальный вид. Познакомьтесь, моя помощница по дому, скажем так, хранитель очага кухни, НАТО. И этот человек, можно сказать, в своем роде меня вырастил, выкормил, за мной смотрел. Это не какая-то не домработница, ничего, это моя помощница по дому, которую я очень люблю, ценю и уважаю. Взаимно, моя хорошая. Давид. Сашенька, Давид, судя подожди, я должен отдать вам должное. Вы смогли сделать Египет в одной отдельно взятой московской квартире. Это первое. И вы нашим редакторам признались, что вы хотите 3 детей. От 3 до 5. От 3 до 5. А Сьюзи говорила про 2. А Сьюзи говорила про 2. Как будете договариваться? Ну, я думаю, мы как-нибудь договоримся, если что. Давид, мы коллеги, я тоже адвокат, причем семейный. Поэтому мне очень интересно знать ответ на вопрос, что такое, если женщина ведет себя плохо, и потом она удаляется в другую комнату. Я просто хочу конкретизации в рамках хотя бы семейного кодекса. Можно? Ух ты! Ну, вы знаете, это не совсем относится к семейному кодексу, это, скажем, более мое воспитание, как я воспринимаю определенные действия, определенные поступки со стороны женщин. Но это должно быть что-то, ну, скажем так, из ряда вон выходящее. Ложка 18 века не там лежит. К себе. Дверь закрой и подумай о своем поведении. А я хочу все-таки идти к следующему герою. И вот тут, внимание, это человек, который не просто рвет все стереотипы, который мне мозг порвал, когда я читал его биографию. Чем он занимается сейчас, пусть он сам и расскажет. Александр Мутов. Александр, здравствуйте. Да, добрый день. И давно вы танцуете? Да, уже 10 лет. А чем вы до этого занимались, до танцев? Да жил другой жизнью. Какой? Я как настоящий мужчина все достиг в этой жизни. Дерево посадил, дом построил. Где дом? Ребенка родил. В Московской области. Вы развелись? Да. И ребенок остался с мамой. У вас один ребенок? Да. Мальчик, девочка? Мальчик. Сколько лет? 12. 12 лет. Но вы общаетесь с сыном, помогаете ему? Ну, естественно, да. Он меня во всем поддерживает. Мой друг настоящий. Друг вас поддерживает, а вы его? Я имею в виду алименты, там, деньги. Само какие-то. собой, да. Вы что?
Скажите, ну вот, вот до прошлой жизни, вы хотя бы про образование свое скажите. У нас девочка, между прочим, Юридическое образование. Высшее. Да. Юридическое образование. Еще один юрист. Только тот юрист серьезный, а этот юрист танцующий. Так нет, он не просто танцующий, он еще замечательный отец, как мы поймем из следующего видео. Давайте посмотрим. Добро пожаловать в мой мужской рай. Здесь у меня спортивный уголок. Ну, а это мой конь. Я на нем рассекаю по ночной Москве. От винта. Я занимаюсь танцами. Вот мои костюмы. Я в свое время работал государственным служащим, имел дело с оружием. Вроде как хочу хозяйственным быть. Настоящего мужчины должны быть ножи острые. Вот у меня на зиму уже готов спортивный инвентарь. Во всех этих начинаниях мне помогает мой сын Даня. 12 лет парню, взрослый, спортивный. Я пока себе девушку не нашел, но хочу, чтобы она нас принимала вдвоем, меня с сыном. Выбирайте моего папу. Скажите, Сьюзи-то вас чем привлекла? Потому что вы так описывали с любовью свои мотоциклы и мужские игрушки, что мне показалось, что места женщины там и нет. Нормального мужчину женщина не привлекает форму. Вот Сьюзи, она как раз такая прям роскошная, что на нее нельзя обратить внимание. Она еще разговаривать умеет. С этим что я не будет? понимаю, я английский не знаю. Ага. Мимика и жестами, если только. А так как я жестами могу разговаривать и движениями объяснять, что мне нужно, в принципе, мы, наверное, разберемся. Поэтому я самый нормальный выбор, по большому счету. Ты, да. Да? Ну, наверное. Он похож на бывшего твоего. Если бы нам еще мяч в студию, он бы показал, понимаешь? Сьюзи, я там за кулисами познакомился с очаровательной девушкой. Ей года 2, наверное, или 3. Она делает такие акробатические этюды. И она пришла сюда с папой. А папа пришел знакомиться с вами. Александр Соловьев в нашей студии. И его дочь Лиля. Можно я тебя поцелую? Не хочет. Вот. Здравствуйте, Сьюзи. Малышка вам тут рисунок подготовила и нарисовала. Привет. Thank you. Спасибо тебе. Привет, скажи тетя Сьюзи. Привет. Привет, скажи. Привет. Привет, скажи привет. Скажи привет. Александр, вот вы отец-одиночка из Краснодара, это правда? Это правда, да. Я был в браке официальном. После этого брака у меня сын 11 лет. Мы живем в соседних дворах, можно сказать. Они приехали поближе, общаемся. И вот со второго гражданского брака у меня осталась вот эта девочка замечательная. В грудном возрасте еще. Ну, смотрите, у вас 2 неудачных опыта. Можно вы так точно сказать. уверены, что вы хотите попробовать еще раз? Ну, я считаю, все равно... Отпустите, пусть бегает. Давайте, Отпустите, отпустите. Все понятно. Ты к нам? Да. В доме женщина нужна в любом случае. Хоть в данный момент в нашем доме она и не очень нужна. Но все идет к этому. Вы говорите, не обращайте внимания. Как бы вдвоем мы замечательно не жили, не путешествовали, не строили дом, все равно малышку тянет к женщинам. А давайте мы сейчас все вместе посмотрим, как вы живете, куда вы хотите Сьюзи-то пригласить. Даже папа-одиночка может сделать из девочки принцессу.
за 5 минут. Ничего такого здесь нет, каких-то секретов. Да, доченька? Так вот. Косички это долго. Тёмыча, где, скажи, пожалуйста, этот платье? Ой. Сейчас вы посмотрите, как она выглядела 5 минут назад, и как она выглядит сейчас. И это вот очень важно, когда она идет мимо зеркала и смотрит, а я какая красивая могу быть. И это мотивирует ее. Все у нас очень хорошо. Несмотря на то, просто было бы воспитывать ребенка в наше время. Но женщине в доме нужно совместно вести хозяйство, создавать семью. Александр, скажите, пожалуйста, а как вы считаете, в чем ваше главное преимущество перед другими претендентами на сердце Сьюзи? Я уже знаю, что такое дети. Теперь я уже знаю, что такое дети не понаслышке последний год. И у нас даже бабушек нет. Я прямо вот как остался с ней, и все подгузники, все кормления, сразу сам все это пережил. И сейчас я знаю, каково женщине, в принципе, во всех этих задачах. Вы еще и готовите. Конечно. И умеете и дом убрать. Да, я поваром работал даже. А вас не смущает, что у Сьюзи есть мечта, она хочет свой бизнес, она тоже хочет работать, не очень хочет. Но у нас есть домработница. В принципе, когда нам неохота убираться, к нам приходит домработница и убирает все. Так же, как и садовник. А вы хотите еще детей? Или С любимым человеком, да, почему бы нет. I think it's quite difficult to take care of child. Я думаю, что очень сложно самостоятельно заботиться о ребенке, особенно в таком возрасте. У вас очень хорошо получается. Каковы ваши желания по жизни? Вот чего вы хотите через 10 лет иметь? Ну, конечно, бы я хотел, чтобы мой бизнес стал шире. Хочу дом большой, семью. В принципе, на 10 лет это нормальные планы, чтобы потихоньку к этому двигаться. Ну, и главное, уверенно. Зачем Сьюзи-то? Ну, может быть, так и будет, потому что вот здесь, на этой программе, я Сьюзи более хотел показать формат мужчин, что вот мы вот такие в России, есть разные форматные мужчины. Есть отцы-одиночки, есть полицейские, есть адвокаты. То есть, в принципе, главное вот это сообщение. У вас получилось, подождите, а получится у нас или нет, мы не знаем, поскольку следующий наш герой, его зовут Вячеслав Климов, из Москвы, ему, к сожалению, 55 лет, то есть он почти мой ровесник. Но у него есть одно преимущество. Знаете, какое передо мной? Он уфолог. Здравствуйте, Сьюзи. Здравствуйте. Я очень увлекаюсь древней культурой. Вы фильм про Индиану Джонса смотрели? Yeah, I did. Да, вот смотрела. я русский Индиана Джонс. Okay. У меня вот тут один подарок для вас, которому 40 миллионов лет. Это подарок, символ вечности, чтобы вы были всегда красивая, очаровательная. Жить вам 40 миллионов лет, и все. Это вот подарок для вас. Окаменелое дерево, кипарис. Каменное дерево, которому 40 миллионов лет. Я сам лично нашел его в раскопках. Извините, пожалуйста. Кипарис, дерево, кипарис, возникло не позднее 4,5 миллионов лет назад. Это предок кипариса. Что ты докопался до мужика? А я потомок кипариса. И что теперь? Я не могу сделать замечание? Но у меня есть и второй подарок. Кстати, я так же, как и вы, у меня есть анх. Анх. Так же, как и вы, увлекаюсь египетской культурой. И вы, как Клеопатра, африканская принцесса. И я вам дарю вот такой символ Африки, вот такую маленькую позолоченную Африку. Женщины любят золото, женщины любят блестящее и то, что придает им вечность. Вячеслав, вам все-таки 55. Да. Остальным меньше. Слушайте, а вы неплохо выглядите для 55. В сравнении со мной? Да. Просто огурчик. Ну, потому что он кипарисы 40-миллионные Нет, потому собирает, что он питается понимаешь? энергией из космоса, а я ее не перевариваю. Ну, несварение энергии из космоса у меня, понимаете, происходит. Вячеслав,
почему мы вас назвали уфологом? У меня была клиническая смерть. Полгода лежал в больнице, была клиническая смерть, 4 минуты. Вообще-то я не уфолог больше, а оператор биолокации. То есть это у вас радиоэстезия. У вас открылись способности после клинической смерти? Открылись способности, которые позволяют мне находить различные предметы. Вячеслав, вы настолько оригинальный человек, вы не в квартиру себя пригласили, а в пещеру. Давайте посмотрим, куда вы зовете жить Сьюзи из Египта. В общем, это очень старая пещера 15 века, где добывали известняк. Надо провести приборные замеры температурного режима и замерить объемы этих пустот для того, чтобы посмотреть, безопасно ли строительство особняков. Я являюсь оператором биолокации профессиональным. Семью я прокормить могу, потому что, в общем-то, у меня постоянно идут заказы, и клиенты вызывают в квартиры для замеров энергетического состояния. Можно ли там жить или нельзя? Люди начинают болеть, начинают подозревать, что место плохое, и вызывают специалиста, то есть меня, для того, чтобы я уже подсказал им, где они живут, что с этим делать. Может, куда-то переместиться, а может быть, даже менять квартиру. Вячеслав, что у вас с личной жизнью? Ну, с личной жизнью я был женат, у меня 2 детей, уже взрослых. Они в пещерах или где? Нет, ну я-то живу в нормальной московской обычной квартире. Правильно я понял, что вы готовы переехать в Египет только потому, что вам интересно и там полазить, только не по пещерам, а по пирамидам? Да. Вам Сьюзи нужна в Египте или ваши эти пирамиды? Нет, ну Сьюзи, конечно, нужна в Египте тоже. Так, все, стоп. Следующего героя я бы представил, если бы его не знала вся страна. И он не один. Зачем ты открываешь карты? Ну зачем? как это зачем? Так или иначе, сейчас выйдут ребята, которых вы все прекрасно знаете, которых мы все обожали. И один из них, по имени Володя, решил стать женихом для Сьюзи. Черт кто знает, мне кажется, может и сложится. Давайте их позовем, чтобы не тянуть интригу. Наиграю на гитаре я мотив простой. И пускай меня услышит спящий город мой. Вместе. Вам-балу-бамбу, 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 лай. Вам-балу-бамбу, пару-рай. Смотрите, у нас история простая. У одного жена, которая не поймет, если ты будешь его выбирать. И он сейчас сядет рядом с Юлей. А второй, Владимир, останется и будет добиваться твоего сердца. Юр, спасибо. Спасибо. Садитесь. Женат, мэрит. Володь, мы с тобой там за кулисами общались все это время. Ты смотрел на Сьюзи и в какой-то момент сказал: ох, какая непростая девушка. И это было с положительным контекстом или все-таки с отрицательным? Что не-не-не, я передумал, я ухожу. Нет, я не передумал, а наоборот. Это был положительный контекст. И, собственно, почему я здесь? Я увидел Сьюзи на прошлой программе. Позвонил редакторам на родной канал. И вот я здесь. Поэтому... Сьюзи, я должен объяснить. У нас был культовый фильм. Это «Они». И 2 этих братьев в стране знают все абсолютно. И он, правда, без всякой нашей помощи, да, сам позвонил редакторам для того, чтобы прийти и добиваться твоего большого сердца.
Володь, ну, электроники были давно. Сьюзи, как вы сказали, женщина непростая. Да. Она хочет семью, хочет детей и так далее. Вы сейчас чем занимаетесь и можете ли помочь ей в создании семьи здесь, в России? Или там, в Египте? Ну, занимаюсь я, знаете, как опять же говорит мой брат любимый очень часто, что актер – это профессия, артист – это судьба. Вот, у меня, честно говоря, тут тоже уже есть коллеги, я между ними сижу. У меня тоже юридическое образование еще вдобавок. Ну, а сейчас действительно артист – это судьба. К счастью, мы актерствуем, мы занимаемся плотно музыкой, искусством, творчеством, актерством. Слушайте, ну брат-то женат, а вы нет. Почему? Были же женаты или нет? Я был женат, и это не секрет для зрителей, много раз, честно говоря. Ну, для Сьюзи секрет. Several times. Я был... Несколько раз. Да, я был женат, честно говоря, 4 раза. Вы знаете... По мне, это говорит только в пользу мужчины. Конечно, конечно. Может быть, ты как будто у меня другая судьба. Это, может быть, ну, шутка не шутка, но, знаете, перед первым поцелуем обещал жениться, а я человек порядочный, и обещания надо исполнять. А дети у вас есть? Володь, у меня то же самое, абсолютно. А дети есть у вас? Да, у меня есть сказочная дочь, ей 10 лет, вот, Елизавета. Мы общаемся, она, правда, живет в другом городе. Она у меня сибирячка, но мы видимся. Володь, но у вас тоже есть одна слабость. Вы тоже увлекаетесь мотоциклом. Я увлекаюсь, притом, с малолетства. И вспомним, Это мы опять еще же, из фильма помним. вспомним электроника, да, и там Сыроежкин-то как раз ездил уже почти. Он почти первый байкер, наверное, в нашей стране. А вы живете сейчас один или... Я живу сейчас, к счастью, опять же, в нашем родовом гнезде. Нас туда с братом привезли, когда нам было по 6 месяцев. Вы с мамой живете? Да, у нас старенькая Какое мама, мы живем с ней. счастье, боже мой, какое счастье. Давайте посмотрим, как вы живете. Вот дает. Ну, железный малый. В нашем российском и советском кино я почти 40 лет. Слушай, а иди-ка ты домой вместо меня. Дом, в котором я живу, сталинский крутой дом. И он один из самых дорогих в Москве. Я не буду называть этаж, но здесь живет Александр Николаевич Пахмутов и Николай Николаевич Добронравов. Прошу вас в нашу берлогу. Здесь, видите, много всяких разных сувенирчиков. И папа, и мама, они много лет ездили по миру и откуда-то привозили все время подарки и так далее. Вот обратите внимание, это лучшая детская картина. А вот этот очень любимый мной кубок, на самом деле, мы с братом призеры чемпионата мира в гонках на выживание. На такой бумажке, где написано «Приключение электроника», нам в 1979 году прислали приглашение на пробы. Здравствуй, мама, я пришел из школы. Хорошо. Обед на кухне. Спасибо. Я только помою руки и переоденусь. Что? Мне уверенно за 40, и я живу с мамой. Надеюсь, что встречу ту замечательную, красивую женщину, которую смогу представить маме, которую примет моя семья. И я уверен, что мне повезет. У вас, кстати, в квартире, Сьюзи, обратила внимание, тоже очень много антиквариата. Как у Давида. Это не такое. Yeah, I did. Да, я обратила внимание. Это еще папа покойный тоже начал привозить в наш дом. То есть вы разрешите женщине, которая появится в вашей квартире, расставить это красиво? Ну, оно и стоит красиво. Он разрешит собрать пыль. Насчет пыли, это холостяцкая квартира реально. Мама у нас старенькая, поэтому, ну, вот холостяцкая квартира, что лукавить. Да. Сьюзи, давай так. Сейчас наши эксперты скажут тебе, кого они тебе советуют.
А после этого ты сделаешь свой, если сделаешь, выбор. Мы же тебя не принуждаем. Так, начну по делу. Значит, лично Давиду я вообще рекомендую себя. Давид, как бы вот. Честно говоря, я думаю, что, ты знаешь, у Сьюзи нет ничего такого, чего бы не было у меня. Это во-первых. Это просто, это улет, если честно. Сюз, приезжай к нам за город, мы тебя познакомим с такими мужиками. Давид, извини меня, у тебя так красиво, блин, а я люблю как шарахнуть ногой и разбить. И ты меня в другую комнату высадишь. Яков, И я не привыкла. все-таки вот сидят перед вами красавцы. Да, вот Были что... бы вы женщиной, кого вы выбрали? Ну, к счастью, я не женщина, наверное. А больше, чем вы сегодня увидели, вы не увидите. Вы в России не увидите. Это точно. Это абсолютно Спасибо. точно. Среди юристов, если выбирать, то, наверное... Ну, подождите, Александр. Это Так невозможно. вот, без брачного контракта с Давидом я бы не полезла в брак. Однозначно. С танцором, кстати, классно танцует. Я его видела на сцене в клубе года 3 назад. Опа! А что я тут, мне 5-й десяток, что я не могу ходить в клуб для девочек? Могу. Поэтому с ним надо уяснить вопрос по документальным всяким перипетиям с его прошлым. Поэтому у вас очень сложный выбор, и вам надо его, видимо, сделать в этой программе. It's really difficult to choose. I told you, I Очень can сложно just сделать choose one of them. I'm выбор. always a person to consult with my family. such kind of Выбрать одного, ну, You я also всегда have to take the советуюсь opinion of the со family. своей семьей, и мне всегда это важно. Нужно выбрать одного мужика и послать тут же селфи семье, чтобы они одобрили или нет. Всех мы тебе не дадим. I like everything. What I get from them, but I'm more romantic person. Мне все понравилось, что я получу, но я все-таки более романтична, чем что-либо Выбираем другое, его. поэтому... Давид! Пойдем. То есть второму свиданию быть? Ну, естественно. А как может быть иначе?